Монолог фармацевта — это ебучее сюдё, окей? Тут нет ничего, просто уходи. Уходи, мужчины не плачут, оставь меня в покое. Всем привет, это Док. И я ненавижу слюнявые тайтлы про любовь. Для меня это слишком мелочно. Она его любит, он ее любит. Они больше, чем пара, меньше, чем любовники. Но почему-то такие тайтлы мне попадаются, и я каждый раз превращаюсь из сурового, брутального мужчины с обалденным голосом в маленькую Лолю, накрытую пледиком, с ведром мороженого в руке, которая рыдает, как маленькая су. Поэтому этот тайтл вызывает во мне противоречивые ощущения. Сначала ты смотришь монолог фармацевта, и это ебучее сюдё. Потом ты смотришь монолог фармацевта, и оно такое: вау! Чеховские ружья! Раскрытие персонажа! Интересные медицинские факты, детективчики! А потом ты смотришь монолог фармацевта и такой: так это ебучее сюдё. И вот, вроде ты посмотрел хороший тайтл, а вроде зашкварился. Потому что мой глаз затуманен. Это рисовочка, эти глаза, эти костюмчики, этого графена я ждал всю жизнь! Табурет ебаный. А все потому, что кое-кто не может сделать хорошие задники. Короче, без спойлеров, аниме достойно к просмотру. Если вы протянете 3 серии, дальше кайф. Но вы все посмотрели, поэтому идем к спойлерам. Ну вы тоже офигели, да? Сначала нам показывают чудаковатую Мао-Мао и ее знания в медицине. Делают из нее ебаную Мэри Сью. Блять, зачем я говорю ебаную, а? Ну она и реально ебаная Мэри Сью, ну ладно. Делают из нее эдакую Мэри Сью с очень странными жизненными убеждениями. И вроде мы воспринимаем все как должное. Ну да, бывают сундеры, бывают яндеры. Мы все к этому как-то привыкли. Они существуют просто, чтобы был интересный сюжет про Аяша. Сюжет про Аяша? Мы это любим. Они просто существуют, чтобы был интересный сюжет про Аяша, мы это все понимаем. И тут хуяк, блять, ее батя военачальник, манипулятор, ее мать шлюха с сифилисом. ГГ воспитывает дед, который брат ее бати, но он евнух, потому что слишком хорош для этого мира. Ну серьезно, нельзя же скидывать такую драму персонажа на зрителя, при том, что эта сука еще умеет улыбаться. Просто мое почтение создателям. Никто из зрителей, обзорщиков не задумывался над тем, а какого хрена у нее вся рука в порезах. Ни зрители, ни обзорщики, никто. Почему она жрет столько ядов? Вообще, вот как это может прийти здоровому человеку в голову? Откуда такой мазохизм? А оно из детства, сука. Из детства, в котором ни один зритель не хотел бы побывать. Хотел бы ты стать маленькой Лолей, дочерью шлюхи и великого генерала? Звучит перспективно. Спасибо, это очень полезно. Именно поэтому Мао-Мао не хочет власти. И именно поэтому она дофига умная, такая логичная, но абсолютно не эмоциональная. Потому что если ее пробьет на настоящие эмоции, от этой девочки ничегошеньки не останется. При всей той радости, которую испытывает Мао-Мао от ингредиентов и ядов, ее душа просто переполнена тьмой. Она не способна любить женщин весь сезон не потому, что тупая, а потому что если она вскроет свою душу, ей настанет тотальный пиздец. В мире абсолютной боли она возносится над всеми персонажами. Над Женщи, который сын императора, только над всеми умирающими и не очень наложницами. И над своим отцом, который до конца сезона подавался главным злодеем, но в итоге оказался травмированным человеком не в том месте и не в то время. И что ж, если вам действительно интересно продолжение, оно вышло на remanga.org, лучший сайт для перебанги, переходи сейчас, ёп... И что ж, если вам нравится продолжение, оно вышло на remanga.org, лучший сайт для чтения манги, переходи сейчас, давай, блять!